Мое посещение Боголюбского монастыря РПЦ Царской империи. Как я вообще туда пришла? Началось с событий, которые стали происходить в Русской Православной Церкви Московского Патриархата после 2000-х годов. Особенно после встречи патриарха Кирилла с папой на Кубе в 2016 году. Все чаще поднимались вопросы глобализации, единой религии, с единым религиозным сознанием. Я стал слушать священников по этим вопросам. А также можно ли брать тогда еще универсальные электронные карты, УЭК сокращенно, карту мира и электронные документы. Были метания, одни священники говорили нет, другие ничего страшного, 3 шестерки это всего лишь числа. Испугались, мол, QR-кодов, лучше смотрите за собой. Поизучал, что по этому поводу говорили старцы отрок Вячеслав, однозначно нет. В стране также проводились реформы, внедрялись цифровые технологии под благовидными, в кавычках, целями, и убедилась окончательно, когда президент Путин в выступлении в еврейском центре сказал: «Тот, кто говорит России для русских, просто придурки и провокаторы». А вот выдержка из книги Берлазера «Еврейская Россия». В одном из наших разговоров мне сказал, то есть Путин: «Рэби, я подумываю максимально увеличить миграцию гоев из Средней Азии и Кавказа, дать зеленый свет китайцам и вьетнамцам, пустить их в одночасье и вручить им намного больше прав, чем русским гоям. Благодаря такому резкому и большому наплыву мы раз и навсегда, в каких-то 10 лет, решим русский вопрос, смешав их с восточно-азиатскими племенами, навсегда убив их славянскую идентичность, от которых мы вынуждены терпеть столько проблем». Также прозвучало интересное высказывание на встрече со студентами, где сказал, что человек может создать человека с заданными данными, влезть в геном человека, многоточие. Это страшно. Вот генная инженерия, которая, безусловно, даст нам потрясающие возможности в области фармакологии, новых лекарств, изменение человеческого кода, если человек страдает генетическими заболеваниями. Замечательно, ведь это так хорошо. Но есть и другая составляющая этого процесса. Что это значит? Это значит, что человек приобретает возможность влезать в генетический код, созданный или природой, или люди с религиозными взглядами говорят Господом Богом. Последствия практически какие из этого могут наступить? Это значит, что уже можно это представить, даже не очень теоретически, а уже можно практически представить, что человек может создавать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, это может быть гениальный музыкант, но может быть и военный, человек, который может воевать без страха и без чувства сострадания, сожаления и без боли. Духовная жизнь тоже начала меняться. Истинно верующие священники, монахи выступали против цифровизации, они стали гонимы. В том числе отрок Вячеслав и мать отрока Валентина Афанасьевна, сейчас монахиня Мария, проповеди которой мне очень пришлись по сердцу. А далее 2020 год, когда в храмах требовали надеть повязки, нельзя было прикладываться к иконам, причащались из пластиковых ложечек. Если без повязки стою в храме, то подходили, в том числе и прихожане, и говорили: «Надень». Другой пример, и было очень неприятно, когда, казалось бы, верующие, с которыми ездила в храм много лет, спрашивали: «А ты сделала?» Понимаете, я о чем? Но если нет, то лучше с нами не ездить. Шло разделение людей, было больно. Но Господь укреплял через сновидение и показывал, что в храмах уже нет икон святых, они ушли. А священники ведут нас мимо храма, и нет причастия, а также, что я доживу до последних времен. А потом с Божьей помощью я увидела проповеди владыки. Утешением было то, что он почитает отрока.
Меня подкупила в нем человечность, правдивость, открытость, честность, порядочность, любовь, сдержанность, высокий интеллект, скромность, приятный и спокойный бархатный голос. Всех достоинств не счесть. Но главное – это суть проповедей. Сразу чувствовалось, что в этом человеке Дух Божий, приобретенный им опыт духовной жизни, бесценен. Слушая проповеди его, я находила ответы для себя. Прослушав одно, ждала, когда выйдет следующее. В комментариях часто писали, что Зосимов прелести. Сразу видно было, что это люди или проплаченные, или завистники, или просто неверующие. Истинно верующих и любящих Бога нельзя обмануть. И люди, находящиеся в прелести, легко познаются. А потом случилось очередное предательство Московского патриархата. Это встреча всех представителей религиозных конфессий в Казахстане в сентябре 22 года, и где появился так называемый Хрислам, то есть произошло предательство Бога и Святой Троицы. После этого я без сомнений перешла под амафор царя и патриарха владыки Зосимы, истинной церкви, которая защищает все каноны церкви и которая защищает веру в Пресвятую Троицу. И, наконец-то, о моем пребывании в Боголюбском монастыре, в обители у владыки. В самой обители все скромно, но, зайдя в храм, меня окутало теплом, как теплым покрывалом. Монастырь живет по старому Афонскому уставу. Много молитвы, в том числе и ночью. Впервые побывала на полуночнице. В ночь на крещение Господне благоухала икона Иоанна Крестителя. Многие иконы в обители мироточат. Пройдя таинство миропомазания, приехав домой, я ощутила сердечную тишину. Мне не хотелось разговаривать. По молитве владыки я неожиданно для себя поняла, что я побеждаю ту страсть, привычку, с которой долго боролась, говорила себе, что больше не буду, и опять впадала в этот грех. По благодати и молитве владыки, оказывается, можно справиться. Также хочу отметить об атмосфере, которая царит в обители. Это дружелюбие, порядок, просвещение, чтение жития святых. Особенно восхищаюсь монахами. Умные, образованные, тактичные, интеллигентные, простые в общении. Игуменя и Сафрония этой обители высокообразованные, талантливые, как мама родная, вся в заботах и внимании ко всем. Бог милостив, благоволит царю-батюшке и посылает таких талантливых людей, любящих Бога, в том числе и иконописцев, людей с музыкальным образованием. В заключение своего повествования хочется сказать о боли в душе, что люди вроде видят, что что-то не то происходит, но тем не менее везде регистрируются, берут все документы. На первом месте оказалось благополучие, которое пропагандируют много лет уже. В разговоре со священником о происходящем, о последних временах, батюшка сказал: еще время не пришло, нужно личное поклонение. Также и люди не вмещают, что помазанник Божий в духе пророка Илии уже пришел, что Русь возрождается. Из своего печального опыта знаю, что причина происходящего в том, что на протяжении многих лет шло умелое, постепенное забесовление общества через телеэкраны, Кашпировским, Чумаком, наплывом книг сектантского толка, магии, фантастики и другой еретической литературы, фильмов, а также наплывом и регистрацией сект, лекций в бизнес-клубах и так далее. И как итог 2020 год, когда всех боязливых зашестерили через чудодейственную жидкость. Сам министр здравоохранения сказал, что эта жидкость содержит цифровой след. Принявшие это средство, знакомые, по моим наблюдениям, сильно изменились. Попытки что-либо объяснить заканчивались выражениями: «Не говори ерунды, не преувеличивай», а то и вовсе, что у меня не все в порядке с головой. Это мое личное мнение.
Если что не так, сказала, прошу прощения у всех. Раба Божия Валентина. Всем здравомыслящим желаю спасения. С Богом.